Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я продолжаю экспериментировать с синелью. Нижний слой у меня розовый с бабочками, второй слой вот это у меня была наволочка не очень хорошего качества. Дальше я разложу просто у меня обрезки от старого пододеяльника. Вот один слой сделаю из этих обрезков, проглажу даже, чтобы они уж были и поглаженные. И, наверное, я еще один слой сделаю тоже из таких же обрезков пододеяльника, но он сплошной кусок. И последний слой я сделаю такой же, как и нижний, с бабочками. Крупный рисунок, я думаю, что будет выглядеть хорошо. Я уже расчертила и прострочила через 1 сантиметр. Теперь вот режу с помощью своего ножа специального дискового для синели. На Алиэкспресс, если забьете в поиск дисковый нож для синели, то вам выдаст варианты, где можно купить. Там, где я покупала, уже закончились ножи. Все, порезала свою заготовку. В конце уже, когда расслабилась немножко, случайно захватила и прорезала нижний слой. И чтобы это дело исправить, вот нашила такую заплаточку снизу, чтобы закрыть этот разрез. И у меня все опять стало прекрасно и хорошо. Ну, теперь стираю, треплю, чтобы получился мех. Все ссылочки я оставлю на все видео, где вот 9 правил и советов, как шить синель я делала. Я оставлю в описании, а к вам вернусь, когда уже будет у меня готовое полотно. Вот такое получилось полотно после стирки и растрепывания. И размер его 40 на 48 сантиметров. Кстати сказать, в этот раз я использовала для стежки верхний транспортер. И советую всем, потому что вот когда я простой лапкой стегала, у меня немножечко смещались все-таки слои. А сейчас совершенно ровная заготовка, ничего не сместилось, так что рекомендую верхний транспортер использовать. Дальше я по длинной стороне отметила 7 сантиметров и вырезаю полоску этой шириной 7 сантиметров. А оставшуюся часть заготовки я разрезаю пополам. У меня получается 24 на 32,5 сантиметра. Это будет у меня передняя и задняя часть сумки. А из длинной и узкой детали сделаю ремень. Я закруглила немножечко краешки нижние у синельных деталей и выкроила уже 2 таких вот прямоугольничка. Я хочу здесь вот надставить, чтобы оно, во-первых, мне, когда я буду сшивать с подкладкой, у меня тут был потоньше слой ткани, а во-вторых, у меня тогда получится по размеру вот 30 сантиметров высота сумки, потому что иначе она совсем маленькая получается. Я хочу ее чуть повыше сделать. И вот я сделала, простегала дно и боковушки, эта деталь у меня будет. И начинаю собирать. Сначала вот эти части пришью, а потом дно и боковушки. Пришила боковую деталь к передней и задней стороне. Здесь я еще пришила маленький кусочек ткани, а между ними сделала вот шлевочку с полуколечком. И точно так же сшила подкладку, в ней я сделала кармашек на молнии. Девочки, я уже показывала, как шьем вот такие. Начинаем от центра, находим центр на детали дна и, допустим, передней части, и начинаем пришивать от центра к краям. И точно так же вторую сторону. Поэтому на этом я останавливаться не буду. Я сейчас делаю клапан. Вот таких вырезала 2 детали. И я на клапане буду проводить эксперимент. Девочки, мне вот посоветовали тут знакомая одна купить вот такую в строительном магазине сетку, чтобы шпаклевать, наверное, стены под покраску, выравнивать. И я вот эту сетку вот так вот наклеиваю на свою деталь, на одну. И подрезаю по размеру детали. Я, если честно, уже попробовала по такой сетке шить именно такую ткань. И получается очень даже нормально. Иголки не ломаются, все хорошо. Но при этом она очень хорошо уплотняет ткань. Она вот с одной стороны липкая. Поэтому она прям хорошо. Почему я ее все-таки до швов до самых клею?
Потому что если после стирки сумки клей этот растворится, смоется, то швы эту сетку все равно будут держать. И я складываю лицом к лицу свои две детали. И мне надо здесь петельку сделать для застежки. И я вот сшила вот из этой же ткани одну петельку, но она грубоватая получается, такая толстенькая. Поэтому я сбегала в магазин и купила шнурочек. Вот такой. И я закрепляю между своими деталями эту петельку. Внутри у меня остается достаточно для пуговицы, но можно чуть-чуть побольше. Приколю. Ну и здесь по бокам сколю, чтобы у меня не ездила. Я вот с одной стороны только вот эту сетку приклеила. Можно, наверное, из двух. Но вообще и так достаточно плотно получается, нормально. И теперь полностью по всей закругленной части строчу. Прострочила и обрезаю припуски, ну, максимально близко. Но оставляю где-то 2-3 миллиметра до шва, чтобы все красиво и хорошо выворачивалось. Так, и теперь выворачиваю. За счет этой сетки прям такая плотненькая получается конструкция. Мне это нравится. Отглаживаю. Я уже пробовала гладить по этой сетке, ничего с ней не происходит. Ну, через ткань, конечно. И она даже, наоборот, подлипает немножечко к другой стороне ткани. Вот такая получается деталь. И я сейчас вот так вот ее прострочу по краешку. Сделаю декоративную отстрочку. Чтобы мой клапан не был совсем скучным, я его вот такими декоративными строчками отстрочила. И мне нравится. Вроде и ничего получилось. Дальше я беру свою сумку и к задней стороне пришью клапан лицом к лицу, для того, чтобы мне потом уже не думать, как он у меня будет, где он у меня петелька окажется. Приколю булавочками предварительно. Для чего? Для того, чтобы когда он у меня разворачивается сюда вперед, чтобы мне понимать, а где у меня будет пуговица, чтобы ее пришить заранее. Сейчас вот прежде чем подкладку пришью. Пришила пуговичку и решила проклеить вот эти вот места. У меня они самые тоненькие этой своей сеткой. Они в любом случае здесь еще будут зашиваться и здесь будет, ну, как бы придерживаться будут швом. Поэтому я рискнула. Но в следующий раз я бы уже и вот в этом шве, когда их пришивала вот к этой синельной части, я бы тоже. Оно практически не делает толще ткань, но при этом жестче получается. Хорошо прямо. Вот, и теперь уже вкладываю свою сумку в подкладку и буду пришивать подкладку. Я всегда оставляю отверстие в подкладке, чтобы вывернуть потом все можно было. Складываем шовчики, скалываем и строчим по всему периметру сумки. Прострочила по периметру. И, девочки, я еще решила вот прихватить сетку вручную, вот немножко прихватила ее к шву, чтобы она у меня с двух сторон была закреплена. И теперь через отверстие, которое в подкладке оставлено, выворачиваю всю свою сумку на лицо. Теперь надо зашить отверстие в подкладке. После этого всовываю подкладку в сумку. И вот это вот выправляю вот этот шов так, чтобы у меня подкладка была внутри, а лицевая часть снаружи. И вот так вот прострочу по всему периметру опять, чтобы вот закрепить подкладку внутри. Перед этим можно этот шовчик хорошенько разгладить, чтобы уже строчить по разглаженному. Я закончила свою сумку. Мне нравится, прямо мне очень нравится. Такая классная получилась. И то, что я вот разноцветными нитками отстрочила по клапану, мне тоже нравится. Ремень я не косой бейкой, я просто полоску ткани вырезала. С этой стороны я строчила, а с обратной стороны я вручную уже пришила потайным стежком, потому что, ну, побоялась, что машинка не возьмет или будет неаккуратно. А так получилось, по-моему, очень хорошо. Внутри там я показывала кармашек на молнии. И все, больше карманов тут нет. Такая сама по себе она достаточно объемная получилась. Вместительная. Сбоку. Так
Задняя сторона вот обычная, тоже синильная. Ну, наверное, можно было ниже сделать пуговичку. Ну и так тоже вроде нормально. Особенно если сумка полная. Если, конечно, сумка пустая, то клапан ниже опускается. Но все равно нормально, не расстегивается эта пуговица. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.